Осенью 22 года более 2500 украинских осужденных, отбывающих наказания в исправительных колониях Херсонской области, были вывезены оккупационной русской армией на территорию России. Я Малюта Александр Викторович, я с города Сум. Меня зовут Саша Кудрявцев, я родом с Кировограда, Украина. Я Зарубин Алексей Александрович с города Николаева. Когда началась война, я находился на исправительной колонии в Николаевской области. С самого утра над головой уже начали летать вертолеты Российской Федерации. То есть шумела техника. Сразу было понятно, что началось что-то непоправимое. Боль, ненависть и ужас. Когда я сидел ИК-90, это Херсонская область, я утром проснулся, когда было вторжение Российской Федерации. Летели самолеты, летели вертолеты, стреляли, бомбили. Все были в шоке, мы просто в панике, мы не знаем, что делать. У нас подвалов нету, у нас убежища нету, снаряды летят, разрываются. Когда Херсонская область стала уже под русскими, то в колонии очень все поменялись, все уволились и начался хаос. После оккупации области наш начальник, дай бог ему в кавычках здоровья, перешел на их сторону, на сторону Российской Федерации. То есть у нас уже в локальных секторах понарисовывали этих куриц двуглавых. Апрель-май месяц начали свозить с области. Снегиревская пятерка, Николаевская область, Снегиревка, это пятерка, топ-зона к нам привезли. Десятка, это усиленный режим, и больница, хирургия там была, тоже к нам свезли всех в одну точку. В масках приходили, собрали всю зону и начали плановый шмон, начали нас бить дубиналами, уперли руками к стенке и 3 часа мы стояли под стенками. Без предупреждения, без ничего взяли 1500 человек и повезли на левый берег Херсона. После того, как Херсонская область была временно оккупирована, всех заключенных собрали в Голопристанской исправительной колонии номер 7 Херсон. С 23 октября по 25 нас начали вывозить на левый берег, в 7-ю колонию. Это тоже туб-зона, там тоже были люди, но там и больные, и тяжело больные туберкулезом, открытая форма туберкулеза. Это Сбуревка, это туб-зона. И мы, те, которые не больные, сидели с больными. У нас была безвыходная ситуация. Покончить с собой тоже не вариант. Более 2500 человек свезли в одну колонию для дальнейшего вывоза на территорию Российской Федерации. Это было 4 ноября. С самого утра мы думали, людей, тех, что вызвали по спискам, их загрузили и повезли. Нет, они с самого утра находились в другой локалке, просто собирали всех в одну кучу, аж до 10 вечера. Пришли русские военные, зашли в лагерь, сказали все быстро собирайтесь, взять с собой самое необходимое, нижнее белье и личную гигиену. Все, больше ничего с собой не нужно брать. Все, и под дулами автоматами нас всех упаковали в автозаки по 25 человек. И так мы проехали до Крыма 7 часов. Напихивали, что в селедочницу. То есть, если в секции в машине 2 секции, в одной должно находиться не больше 15 человек, то нас запихивали по 27, по 28. То есть, некоторые стоя часов 7, это до Симферополя. Часов 7 ехали стоя, не то что стоя, а уже как-то вдавленные. Было очень душно, не было воды, нас не кормили, издевались, угрожали нам. Одной из промежуточных остановок стала Симферопольская СИЗО. Нас привезли туда утром в Симферополь. Сказали, что ждем, когда приедет следующий этап. Те люди, которые будут нас вывозить дальше на Россию, на Краснодар. Все, мы там сидели целый день, без еды, без воды. Вообще в ужасе от того, что происходит. Без понятия, что будет с нами в дальнейшем. А когда мы проехали на Симферополь, непосредственно, нас избивали, забирали все, что у нас оставалось, по какой-то причине неизвестно. И в то же время, опять же, утром мы переночевали, поехали с автозаком, 80 человек начали везти. В Симферополе нас привезли, выгружали, когда выгружали, надавали всем по спине дубинками, с криками. Не дай бог, поднимешь голову влево, вправо, вели буквой «Г» до боксиков.
Нас просто погрузили в другие автозаки и увезли на краснодарские исправительные колонии. В России украинских заключенных распределили по исправительным колониям. Там они заканчивают срок отбывания наказания. После этого люди такой категории попадают в систему СИГов. Срок, когда закончился, я сделал всего 2 шага за территорию, за пределы зоны. После того, как меня освободили, меня тут же забрали в ЦВСИК. В ЦВСИК я провел 1 месяц. Я считаю, что мне очень крупно повезло, потому что там люди сидят по полгода без документов. Там же непосредственно по моему приезду предлагали мне российский паспорт. Я пошел в отказ. Говорю, у меня есть украинское, я еду на Украину. Там сидят наши по 7, по 8 месяцев. Про организацию АНМОД я узнал от своих друзей в ЦВСИКе. А организация АНМОД, по-моему, вообще раньше всего узнала моя мать. Она с ними разговаривала. Я уже с ними связался сам лично, когда вывозили меня с депорта. Организация АНМОД нам очень сильно помогла, потому что если бы не они, я не знаю, где бы мы были и вообще где бы мы оказались. Одним из коридоров депортации украинских граждан для дальнейшего возвращения в Украину стала Грузия. Собрались, нас подобрали 6 человек, документы, собрали, приехали, нас кинули в машину, браслеты застегнули. Приехали мы, на грузинскую границу, в оконцовке через пропускную не пропустили нас. До границы с Россией они нас довезли. До российской границы нам поставили печати о том, что мы пересекаем границу, и вторая печать о том, что мы уже в Россию не въездны. Когда мы приехали на границу уже Грузии, нас не пропустили 6 человек без причины. Вообще ничего не объяснили, почему нас не пропустили. И мы там пробыли 11 дней. Не знаю, что будет с нами в дальнейшем. На границе мы провели 11 суток, почти полных 11 суток. Эмоции? Да какие там эмоции? Первые 2 дня мы жили вообще на улице, под открытым небом на траве. Ночевали, скажем так. Под утро уже было холодно. Мы первые 2 дня не ели вообще ничего. Не рассматривая, я сказал, я тут и сдохну на этой территории. На территорию России я больше не вернусь. Спустя 11 дней без объяснения причин группу пустили на территорию Грузии. АНМОД нам помогает, допустим, восстановить документы. У кого нет жилья, кто имеет желание остаться в Тбилиси. Помощи достаточно, помощи в одежде, в питании. Спасибо большое организации АНМОД за то, что нами опекаются, снимает нам хостелы, гостиницы, возила нас на море, кормит нас, во всем помогает. Находит нам работу, если нам нужно. И занимается нами, чтобы мы добрались спокойно в Украину. Организация АНМОД нам помогла в полном объеме, скажем так, вообще совсем. И с жильем, и с едой, с документами. И они нам и отдых организовали, даже, скажем так, возили нас на море. Мы попросили ребят обратиться к тем украинцам, которые сейчас находятся в российских тюрьмах и хотят вернуться на родину. Желаю своим ребятам мудрости, целеустремленности и уверенности во всем. Надо бороться до последнего. Я так желаю всем удачи, благополучия, жизни. Все будет хорошо.